Все ошибаются. Такова человеческая природа. Покеристы не исключение. Даже крутые профессионалы иногда совершают действия, которые потом не могут объяснить даже себе самим. В новой рубрике мы будем рассматривать как раз такие раздачи, в которых профи или любители допустили грубую ошибку. Речь может идти о технических огрехах, нарушении логики, переигрывании рук и других оплошностях, периодически встречающихся за столами. Сегодня разберем раздачу, сыгранную в казино Хаслер. У нас мультипот. Это сама по себе непростая игровая ситуация, так как эквити диапазонов участников сильно размывается между игроками. Именно поэтому карманные префлоп-монстры так не любят мультипоты, ведь как минимум один из оппонентов запросто может зацепиться за пятикарточный нац или словить свой сет. А что если у нас вовсе не жалкая пара, а вполне себе симпатичная тройка? До какого предела ее можно считать нацем? И на каком этапе следует от нее избавляться? Итак, среди участников раздачи Майкл Мончик, Техас Майк, IT-бизнесмен, который обожает покер. Он играет в дорогой кэш и успешно выступает в турнирах. Да что говорить, у него даже 2 браслета мировой серии. И все же Майкл любитель. Очень опытный, умный, вдумчивый, с отличной развитой логикой. А что еще важно, очень богатый. Не сильно расстраивающийся из-за поражений, но любитель. Это значит, что его техническая подготовка заключается в анализе происходящего за столами на протяжении всей карьеры. Однако очень сомнительно, что Мончик хоть раз в жизни открывал солвер или флопзиллу. Один из оппонентов — Стив Сведлоу. Также интересная личность. Бывший адвокат юридической корпорации Квин Эммануэль. Заработав огромное состояние успешной практикой и резонансными делами, он неожиданно прервал выдающуюся карьеру и пошел на сумасшедший дауншифтинг. Уже несколько лет он работает простым государственным судьей за скромную зарплату. Ну и играет в покер, куда без этого. Он также любитель, причем по сравнению с Мончиком куда более прямолинейный, хоть и не менее богатый. Наконец, Джек. Обычный парень из Южной Кореи, который может себе позволить соревноваться с миллионерами, не огорчаясь, проиграв за 7 эпизодов шоу $1,5 миллиона. Проверь свой уровень игры в покер. Получай новый контент раньше всех. Уникальные бонусы для покеристов. Все это в нашем телеграм-боте. Также ты сможешь записаться на пробное занятие в Академию покера и достичь результатов, как наши ученики. Ссылка на бота уже в комментариях под видео. Итак, начинается раздача. Мы упоминали, что будем наблюдать мультипот. Но это не значит, что со старта у нас всего лишь 3 участника. Нет. По традиции таких дорогих кэш-игр, всем слишком любопытно посмотреть доску. В этой игре покерист на ранней позиции ставит обязательный страдл. После первого кола от Стива в партию таким же образом входят Джек, Пав, Питер, Эрик и Мончик. Ход возвращается к автору страдла, Алану Китингу. Тот не находит руки для трибета и чекает. На руках у Техаса Майка разномастные валеты 6. Не сказать, что это лучшая комбинация для входа в розыгрыш, но диапазоны в таких соревнованиях всегда очень лузовые. Руки его будущих оппонентов Стива и Джека нам неизвестны. У остальных откровенный мусор, недостойный упоминания в контексте раздачи. Итак, флоп. 2 валета и 9. У Майкла сразу трипс. Отличная комбинация для мультипота. Выходит, не зря он заходил в раздачу с этой странной рукой. Посмотрим, ведь у 7 участников 14 карт на руках. Там запросто могут быть и другие трипсы, и фулл-хаусы, и флэш-дро, стрит-дро, и гадшоты, которые еще могут усилиться. Чек от Эрика. Мончик также чекает. Это уж точно не ошибка. Хотя мультипот — это идеальный спот для лид-бета. Борт скоординированный. У соперников куча всего, с чем они могут заплатить. А чек-рейс — это всегда более агрессивное действие. Он генерирует кучу фолд-эквити. То есть выбивает слишком много перспективных рук. А то, что Майк планирует чек-рейс, выглядит очевидным. Это не та ситуация, в которой стоит устраивать ловушку. Трипс — пока шикарное сочетание, но борт уж больно опасный. Очередь доходит до Стива, и тот заряжает ставку в 17 тысяч, в банке 14 тысяч. То есть мы наблюдаем овербет у 6 соперников, мягко говоря, внушительно. Напомним, Стив ходил в раздачу колом страдла, то есть у него точно нет рук из спектра трибета, а значит у него то, что он считает достаточно сильным. Другой трипс, фулл-хаус через 9 или валет 9, флэш-дро, а может комбо-дро. Такая ставка явно должна насторожить Майка. Мало этого, еще и Джек решает, что его рука достойна продолжения и калирует овербет. Да уж, планы приходится изменить. Чек-рейс против овербета – плохая идея.
Особенно с не самой сильной комбинацией вроде трипса с низким кикером. В банке уже 67 тысяч долларов. Впрочем, игра проходит в чудовищных стеках, поэтому пока об СПР можно не вспоминать. Выходит тройка. Майк хотел бы увидеть шестерку, но нет. Тройка бланк, причем бланк для 3 диапазонов. Единственная комбинация, которой она помогла, валет 3. Карманные же тройки ушли в фолд еще на флопе. Майк чекает. Стив ставит конт бет 60 тысяч долларов. Почти под бет. Господин судья явно репрезентует что-то мощное. Это либо готовый нац, либо сильное дро, так как подобные сайзинги обязывают игрока поляризовать диапазоны. Удивительно, но Джек снова уравнивает. Мончик явно не так уж доволен происходящим, но выбросить свой трипс не может. Тем более у него есть 4 аута на железный нац. Шестерка даст надежный фулл хаус, валет образует каре. Да и трипс пока сохраняет высокое эквити. В банке 247 тысяч долларов. В стеке у Майка больше 2 миллионов. У Стива 762 тысячи. У Джека 574 тысячи. Дилер достает даму. Это уже вовсе не бланк. Во-первых, у соперников могли быть трипсы с дамой, которые превратились в фулл-хаусы. Во-вторых, дама закрывает потенциальное стрит-дро. Майк пропускает ход. Что делает Стив? Стив оценивает стеки оппонентов и заряжает очередной овербет. 320 тысяч долларов. Готов ли Мончик пойти до конца со своим трипсом? Ведь Стив явно показывает, что у него железный нац, с которым он не намерен осторожничать. Это первый момент. Второй, не менее важный. Стив довольно редко блефует, хотя не сказать, что он совсем уж прямолинейный игрок. Он вполне в состоянии доблефовать недоехавшее дро. Но стал бы он использовать с блефом такой сайзинг? Использовать подобное нельзя, но выглядит подозрительно. Похоже, что нас ожидает Hero Call или Hero Fold. Только вот между Стивом и Майклом есть еще Джек, который надолго задумывается и все же уравнивает огромную ставку. Еще раз, спаренный борт с возможными стритами, один оппонент делает чудовищного размера овербет 3-м баррелем. Второй эти 3 барреля уравнивает. Итак, у Мончика трипс валетов с кикером шестеркой. Мы описали Майкла как умного, даже хитрого покериста с богатым опытом и крепкой логикой. А еще упомянули, что он неприлично богат, что позволяет ему часто ввязываться в авантюрные розыгрыши. Порой это помогает, но иногда играет с ним злую шутку. Ладно, пусть Стив блефует. Но с чем таким коллировал Джек, что Майк намерен переиграть своим жалким трипсом? Очевидно, что его бьют все трипсы с кикером от 7 и выше, а также фулл-хаусы и стриты. Но Мончик задумывается и коллирует. Беднее на 320 тысяч долларов. Это чудовищная ошибка, которая понятна еще до того, как соперники показывают свои карты. У Джека нет ни одной комбинации слабее, чем у Майка. Даже если Стив блефовал, весь банк достается именно Джеку. Но Стив не блефовал. Он очень нагло, жадно и прямолинейно разыграл сильный трипс, который на ривере превратился в абсолютный нац с учетом капнутых диапазонов участников. Дама-валет. Что же у Джека? А оказывается, с флопа он тянул как раз комбо-дро, которое доехало в стрит. Увы, стрит для него оказался отравлен той самой дамой. Поэтому решение Джека было действительно сложным. Тем более, что он не завершал торги, а Техас Майк мог слоуплеить нац и зарейзить ривер. Но Джек не ошибся, а угодил в обидный кулер. А вот Мончик, который много раз демонстрировал высокий уровень мышления, особенно для любителя, вдруг повел себя как самый настоящий фиш на NL2, с той лишь разницей, что вместо пары долларов он потерял 500 000. Сложно сказать, в чем причина. Возможно, в какой-то момент Майк потерял нить раздачи, или просто устал и лишился концентрации. Конечно, он вряд ли слишком расстроился проигрышу, но последние 320 тысяч он просто обязан был сохранить. Эта раздача показывает, насколько важно пересматривать силу своей руки при каждом действии оппонентов. Минутная слабость может обернуться серьезными потерями, и уж тем более нельзя давать свободу своему эго. Не исключено, что Майк просто убедил себя, что его нагло пытаются выдавить из раздачи, а Джек и вовсе тянет какую-нибудь карманку. В покере можно оправдать любое решение, только вот аргументы не всегда выдерживают критику. Чем бы Мончик ни пытался объяснить свой кол, его действие не перестанет быть грубейшей ошибкой, достойной едва знакомого с комбинациями новичка. А как бы вы сыграли на месте Майка? Если вам понравился такой формат, ставьте лайк. На канале много других интересных видеоразборов, например, на наше покерное «Что было дальше?». Обязательно посмотрите. Подписывайтесь и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.